Правда ли, что у программистов какие-то нереальные зарплаты? 300 кавна на секунду, и все это сидя на пляже с ноутбуком. Но почему? Неужели учителя или врачи заслуживают меньших денег? Неужели их работа менее важна, чем работа программистов? Сегодня мы разберемся, правда ли программисты зарабатывают больше всех, посмотрим на цифры в разных странах и попробуем понять, а за что программистам платят деньги на самом деле. Всем привет! Я Маша Прогер, и это канал про IT, программирование и деньги. Небольшой дисклеймер. Те, кто подключился ко мне после видео про Армению, если вам интересно именно про Армению, то подписывайтесь на мой инстаграм. Там будет про мою жизнь в Армении и про путешествия в другие страны. А если вам интересно про IT, то оставайтесь на этом канале, здесь будет еще много интересного. Погнали! Итак, большие зарплаты программистов — это миф или реальность? Давайте сразу перейдем к цифрам и сравним зарплаты программистов с другими профессиями, такими как учителя, врачи, юристы и бухгалтеры. И посмотрим на статистику в разных странах: на Россию, Армению, США и Германию. Начнем с России. В России программисты зарабатывают где-то в 2 раза выше среднего, почти в 1,5 раза выше, чем врачи, и в 3 раза больше, чем учителя. Какого хрена? Об этом мы поговорим позже, а сейчас перейдем к Армении. В Армении ситуация похожая. Я взяла данные из открытых источников, такие как Хабр Карьера, CodeSubmit и другие. Цифры могут быть не очень точные, но нас интересуют относительные величины. И перейдем к США. В США картина немного отличается. Больше всех там поднимают врачи. И это неудивительно. Я сейчас по работе разбираюсь с американской медицинской системой, и там бесплатного вообще почти ничего нет. Ты платишь за страховку, чтобы тебе страховка покрыла где-то 50% очень дорогого лечения. Тем не менее, программисты зарабатывают в 2 раза выше среднего. Хоть это и в 2 раза меньше докторов. А что в загнивающей? Для примера я возьму Германию, потому что в среднем по Европе цифры получились примерно такими же, как для Германии. Понятно, что если мы возьмем отдельно Восточную и Западную Европу, то картинка будет немножко разной. Но мы посмотрим на Германию как такого типичного представителя Европы. И мы сразу видим, что цифры здесь более сглаженные, и разница в зарплатах гораздо меньше. Программисты зарабатывают всего лишь в 1,2 раза выше среднего, и их обгоняют доктора, юристы и инженеры. Также приятно видеть, что учителя зарабатывают не сильно меньше программистов. И это известный факт. Программисты, которые релоцируются из России или Армении в Европу, перестают быть людьми со сверхвысокими доходами и становятся обычными нормальными людьми. История от моей подруги. Она жила в Германии и захотела войти в IT, и поэтому пошла в немецкий технический вуз. А ее одногруппник тем временем бросил этот вуз и пошел на машиниста. У нас бы это было как дауншифтинг или эпик фейл, а его провожали с помпой и праздником, потому что он нашел свое предназначение, а по деньгам он, скорее всего, не проиграл. Возвращаясь к нашему вопросу, правда ли, что программисты много зарабатывают? Ответ: смотря где и смотря с кем сравнивать. В развивающихся странах IT действительно предлагают нереально высокие зарплаты. Это я еще не рассмотрела Латинскую Америку и некоторые страны Азии. Там программисты могут получать в 3, а то и 5 раз больше среднего. А в странах победившей социальной справедливости ты можешь выбирать: быть программистом, машинистом или доктором. И доктором, возможно, даже выгоднее. Но с докторами понятно. Они там много учатся, у них сложная работа, они спасают жизни. А программисты круглый день сидят на жопе, пишут там какие-то свои приложения. Эти приложения даже потрогать-то нельзя. За что такие деньги? Я назову 5 причин. Но чтобы это объяснить, давайте сначала представим, что человечество нашло инопланетян. Где-нибудь на Марсе, а то еще дальше. Инопланетяне эти не очень интересные, они никому не угрожают, и интереса тоже какого-то не представляют. Есть только кучка энтузиастов, которые учат их язык, учат их культуру, но их все считают задротами, потому что что они там нашли в этих инопланетянах? И тут оказывается, что эти инопланетяне могут производить золото. И эта кучка задротов сразу становится интересна большим корпорациям, которые хотят заработать на этом золоте. И если ты хотя бы знаешь инопланетянский алфавит, то, пожалуйста, доучишься по пути,
давай только с инопланетянами общаться. А если ты знаешь инопланетный на уровне B1, то тебе готовы платить большие деньги, лишь бы переманить у конкурентов. И сразу же начинают образовываться какие-то курсы по инопланетному, потом школы по инопланетному. И вот уже людей, которые знают на уровень B1, больше, чем вакансий. Но это уже другая история. В общем, вы, наверное, поняли, что инопланетяне — это метафора изобретения интернета. Не все сразу осознали потенциал, который он в себе хранит, поэтому была какая-то кучка интересующихся этой темой. Но когда оказалось, что на этом можно делать деньги, причем большие, то кучка энтузиастов, которые разбирались в этой теме, сразу стали всем нужны. Но количество этих задротов, оно росло медленнее, чем рос спрос на них. И это первая причина высоких зарплат в IT. Спрос превышает предложение. Сейчас это немножко уже меняется, но если вам интересно про будущее IT, какие-то мои прогнозы насчет этого, то напишите в комментариях, может быть, я сделаю про это отдельное видео. Вторая причина — масштабируемость. Ну, или кто много зарабатывает, тот много платит. В примере с инопланетянами давайте представим, что вот один инопланетянин может сгенерировать много золота. А это значит, что один человек, который умеет общаться с этим инопланетянином, может принести потенциально очень большую выручку. Ну, спускаясь с небес на землю, это значит, что одно приложение можно масштабировать на миллионы пользователей. А это значит, что люди, которые потенциально видят такое большое количество денег, то они готовы инвестировать в фонд зарплат. Третья причина — быстрый рост и широкое распространение технологий. За последние 20 лет мы чего только не видели. Ну, не только интернет, но еще и блокчейн, искусственный интеллект. Новые рынки появлялись как на дрожжах. Но и старые рынки тоже продолжают развиваться. И IT внедряется везде, от торговли и финансов до медицины. А это значит, что программисты нужны во всех сферах, то есть по всему миру. И язык программирования, он одинаковый и в США, и в России, и в Индии. Учитывая то, что еще программировать можно удаленно, то компании из США выгоднее нанять разработчика подешевле, то есть не из США, а, например, из Индии. Но при этом для разработчика из Индии это все еще будет больше, чем ему готовы предложить индийские компании. А поэтому локальным компаниям приходится тоже как-то увеличивать свой уровень, чтобы конкурировать с глобальными за специалистов. Но тут важный нюанс — конкурировать за специалистов. Чтобы стать профессиональным программистом, нужны определенные знания и навыки. И они не приобретаются за 6 месяцев курсов по питону. Из-за этого маркетинга курсов все думают, что программистом можно стать за полгода и дальше просто делать деньги из воздуха. Нет, посмотрите на вакансии сеньоров, то есть состоявшихся разработчиков. Там требуется опыт минимум от 5 лет. А лучше посмотрите мое видео для сеньоров, которое скоро выйдет, или хотя бы видео для питонистов, которое уже вышло. И если вы не разработчик, то посчитайте количество незнакомых слов и попробуйте прикинуть, а сколько усилий нужно вложить, чтобы изучить это все. И это лишь малая часть. Более того, нет такого, что ты 4 года отучился, получил корочку и дальше просто спокойно работаешь. Нет, IT развивается так быстро, что тебе приходится постоянно учиться, постоянно отставать, постоянно бороться с синдромом самозванца. А это фото постановочное, потому что, чтобы программировать, нужно сосредоточиться, а не вот сидеть на солнце, где у тебя монитор бликует, еще ветер какой-то дует, там дети орут, еще что-то такое. Нет, представьте, что это вы решаете математические задачки, причем из разных уроков. И более того, вам нужно самому понять, а какую задачку ты сейчас решаешь, самому сформулировать условия. Это сложно. И нет, я не говорю, что работа учителей или врачей менее сложная. Она более сложная, как по мне, более важная. Но если учителям и врачам платят меньше, по крайней мере в некоторых странах, то к кому должны быть вопросы? К программистам или к тому, кто платит?